Всем привет, это я. Сегодня попробую показать и рассказать, как живет белорусская глубинка. Я сейчас нахожусь в городском поселке Негорелое, который находится в Минской области, примерно в центре, в Дзержинском районе, в 10 километрах от самого Дзержинска, города Дзержинска. Вот. Покажу, расскажу, как живут люди, как обстановка в обычном городском поселке. Ну вот, как мы видим, люди работают. Поехал легендарный трактор «Беларусь». Кстати, можно обратить внимание на тротуар. Как все чисто, аккуратно, даже листиков почти нет. Ну ладно, пока ничего интересного нету, расскажу краткую историю Негорелого, интересные факты и так далее. В общем, Негорелое, как я уже сказал, в Минской области находится, в Дзержинском районе. Сейчас это ничем не приметный поселок с населением около 1000 человек. Но в свое время это было очень даже знаменитое место. После советско-польской войны здесь, 21-22 годов, здесь была граница между Польшей и Советским Союзом до 1939 года. И так вышло, что благодаря наличию железной дороги этот поселок стал воротами в Европу. Ну, это поселок так назывался, точнее станция так называлась. Потому что все поезда, которые шли из Западной Европы и в Западную Европу, все поезда останавливались так или иначе на станции Негорелое. И по пассажирообороту это была первая в Советском Союзе сухопутная станция. И, по-моему, даже по грузообороту. Потому что все поезда шли сюда. И так продолжалось до 1939 года, пока Советский Союз не захватил или вернул, как тут правильно, я не знаю, вернул территорию Западной Беларуси. И все, и так получилось, что уже граница переместилась на запад. Вот. То есть за короткий промежуток лет, буквально за 10 лет, в 30-е годы, Негорелое из обычного, ничем не приметного, да здесь даже был не поселок, наверное, здесь деревня была или что-то вроде этого, то есть пару домиков стояло. И за 10 лет население здесь возросло, здесь даже было больше 1000 человек. Вот я сейчас иду по центральной улице, это улица Ленинская, само собой. Иду в сторону Минска. Вот машин немного, сейчас 11 утра, машин мало, все на работе. Вот тепловоз катается, маневровый. Вот домики, вот можно посмотреть, как благоустроены домики. Это только начало поселка, вот я выше прошел, может, метров 200-300. Ну вот можно обратить внимание, что бумажек вообще нет. Вот асфальт не очень хорошее качество, мне не нравится. Много трещин, ну, в принципе, сносное. Вот котик отдыхает. Молодец. Ну вот. Ни листьев, ничего. Казалось бы, домик вроде бы и даже немножко как заброшенный. Или это дача чья-то, наверное. Ну вот, все убрано возле участков. То есть люди в Беларуси, они сами все убирают. Вот даже яблок особо нету. И видно, что яблоки убирают опавшие опадки. Ну вот опять кто-то по работе едет. То есть гражданских почти нету. Вот даже пешеходов вообще нету. Ну вот сейчас мы приближаемся к школе. Это средняя школа номер 2. Что можно про нее интересно сказать? В годы Второй мировой войны, точнее Великой Отечественной, после того, как германские войска захватили Негорелое, вот здесь был устроен лагерь военнопленных. Это, если я не ошибаюсь, это филиал
Блин, как его под Минском, который... Тростенца. Тростенецкий филиал лагеря вот здесь. Вот насчет здания, эти или это здания были, вот я не берусь утверждать. Но факт в том, что вот здесь, вот это вот все, вот территория школы, это был концлагерь. Там есть мемориал, но я не буду уже заходить. Там есть мемориал памяти жертвам. Всего здесь захоронено, как я посмотрел в интернете, около 1500 человек. Но, возможно, даже цифра больше, потому что здесь просто массовое захоронение. То есть здесь особо никто не считал. Само собой, это безымянная могила. Кто там похоронен, неизвестно. Ну вот как она благоустроена, школа. Обычная сельская школа. Вот. Туи красивые какие, все ухожено. Ну вот листья сейчас здесь. А, вот, да. Хотел сказать, что листья не убраны, а вот детишки уже убирают. Вот стадиончик. Вот в этом парке захоронение массовое. А вот мемориал, он виден. Мемориал с венком. Вот тропа к нему. Ну, вот детишкам раздолье, здесь сейчас будут листья убирать. Ну, красиво. Осенний парк выглядит красиво. Ну, опять же, бумажек никаких. Вот листья только что не убраны. Ну, детишки сегодня должны убрать. Вот, молодцы, стараются. Видно урок физкультуры. Кстати, здесь недалеко находится, ну как недалеко, километров, наверное, 20, может 25, а может даже 30, усадьба Феликса Эдмундовича Дзержинского, великого революционера советского деятеля. Ну, вот уже до центра осталось, наверное, метров 300-400. Здесь особо ничего интересного нет, но опять же только посмотреть, как у людей благоустроены участки. На тротуаре как по-прежнему, ни бумажек, ничего, все убрано, все чисто, аккуратно. Асфальт вот здесь как раз очень даже неплохой. Вот люди уборкой занимаются там в себя на участках. Заброшенных домов почти нету. Ну, вообще-то не самая худшая часть Беларуси, даже, можно сказать, одна из лучших, потому что Минская область, Дзержинский район, они одни из самых развитых в экономическом плане. Ну вот железная дорога. Вот мы идем параллельно железной дороге. Вот в ту сторону это Минск, примерно 50 километров или час езды. И в ту сторону это Брест, Барановичи. До Барановича 200 километров отсюда. Это где-то 2 часа на электричке. А до Бреста где-то 400, наверное. То есть 4 или даже 5 часов. И вот если в ту сторону смотреть, параллельно нам идет дорога. Не дорога, а трасса Брест-Минск. Она где-то в километре или в 1,5 километрах отсюда. Параллельно нам. То есть место, в принципе, нормальное здесь. До Минска близко. И железная дорога есть. И трасса есть. Ну, до Минска сколько? Полчаса езды. Это очень удобно. Поэтому здесь много дачников. Ну, поэтому заброшенных домов особо нету. Вот, может, центр виден. Дальше. Мы почти пришли, здесь опять ничего интересного. Тут елочки кто-то посадил. Там водокачка, здание водокачки. Это пакеты стоят, люди мусор выставляют. И машина едет, убирает. То есть вместо того, чтобы мусорные баки ставить, была практика такая, что мусорные баки здесь вот ставили прямо, но у них мусор сваливали люди, и он загнивал и вонял, поэтому решили вот так. То есть люди вот собирают пакеты, выставляют возле дороги, и службы, коммунальные службы едут, убирают. Вот мусор, вот тут есть мусор, чипсы, вот тут бутылка, тут огрызок. Ну, так более-менее, то есть особого, потому что сегодня как раз и накидали. Вот как раз отсюда, там вот сзади был поворот, там много дач, и дачники идут
Не хочу на них наговаривать, но здесь просто получается людей больше ходит, поэтому, соответственно, мусора больше перепадает. То есть они идут на электричку, вот сейчас в сторону вокзала иду. Вот заброшенный дом, неухоженный. Ни забора, ничего. Все заросло. И вот мусор люди выставили. Так, приближаемся к центру. Покажу станцию. Станцию Негорелая. Станция легендарная. В свое время была. Потому что, вот как я уже говорил, что не многие, а все поезда останавливались здесь, и поэтому многие путешественники, они как бы оставляли воспоминания об этом. Даже у Маяковского есть упоминания в стихах, что-то вроде «На горизонте белое, снега не горело». Ну, это вырвано, конечно, из контекста. Там стихотворение большое, но я его не помню. То есть Маяковский оставлял воспоминания про Негорелое, и Максим Горький. Кто там еще? Ну, много еще и зарубежные деятели, которые приезжали, деятели культуры и искусства в основном. Мужички идут куда-то или откуда-то. Ну, вообще мало людей, то есть это вот первые пешеходы, которых я встретил. Ну, и только когда мы пришли уже к центру почти. Ну, вот уже центр, вот автобусная остановка виднеется. А справа станция в той стороне. Сейчас вот на нее схожу, покажу, как выглядит станция. Ну, вот опять домики дачников. Почти все аккуратные, ухоженные. Но опять же все убрано. Люди в основном сами. Ну, и коммунальные службы, конечно, работают, но и люди сами стараются убирать возле домов. То есть такая привычка есть какая-то. По крайней мере здесь. Вот опять мусор выставили. А вот это музыкальная школа. Напоминаю, население всего лишь 1000 человек. И здесь есть музыкальная школа. Здание, музыкальная школа, аккуратненькая, ухоженная. Это обычный городской поселок. Вот. Хотя на самом деле сейчас у него статус другой. Агрогородок, это по указу президента. А это здание КБО, но оно сейчас не работает. Там непонятно что, не знаю что. Раньше здесь было и парикмахерская большая, и швейная мастерская и так далее. После развала Советского Союза все пришло в упадок. Там магазинчики. Ну что, Дима, попробуем на клумбах? Ну, люди работают, красят клумбы. Вот возле магазина уже и так как-то не очень. Вот листья не убраны, бумажки есть какие-то. Ну, понятно, из магазина люди выходят, кто там под градусом, они просто идут, бросают все. Вот здание, бывшее здание промтоваров. Промтоварного магазина, он большой, такой длинный. Его закрыли несколько лет назад. И это здание Сельпо тоже закрыто. Сейчас там приемный пункт, приемно-заготовительный пункт. Там принимают металлолом и прочее. Все, пойду на станцию схожу. Остановка-стоянка машин возле станции. Сейчас камень покажу. Где там камень? Вот камень 1871 Негорелое. Это не год основания Негорелого, а вот год, в котором сюда провели железную дорогу. И была построена первая станция Негорелая. То есть это дата основания станции Негорелая. 1871 год. То есть получается уже 150 лет станции нашей. Вот этой вот. Это диспетчерская, или как она там называется. Маневровый катается. Сейчас покажу, как внутри станции. Вот. В ту сторону Минск, как я уже говорил. В ту сторону Брест-Баранович.
Это конечный пункт. То есть был даже поезд Маньчжурия-Столбцы, но он, по-моему, до сюда доезжал. Столбцы — это в 30 километрах вон туда, в ту сторону. То есть даже из Маньчжурии, то есть это из Китая, получается, из маньчжурской дороги, железной дороги, сюда поезда приезжали. Вот здесь была станция, она была на весь перрон длиной. Ну, в 41 году, когда немцы напали, то они разбомбили, станция была деревянная, она выгорела полностью. Вся здесь была гостиница высокого уровня. Ну, сейчас покажу, что внутри станции. Вот телевизор, сидушки. Все аккуратненько, красиво. Вазончики. А это уже платформа. Вот в ту сторону Брест. Вот здесь вот забор беленький. И за этим забором еще лет, наверное, 10-15 назад вот все это было заставлено паровозами. Это было крупнейшее хранилище паровозов в Беларуси. Здесь стояло огромное количество паровозов. Но их потом убрали. Насколько я знаю, их перевезли в Барановичи, в музей. Вроде бы в Барановичи. Точно не буду утверждать, но вроде бы в Барановичи. А часть утилизировали. То есть вот прям все было здесь заставлено паровозами. Вся вот прям от начала до конца. То есть тут их были десятки разных паровозов. Ну и тепловозы, всякое такое. Ну сейчас пусто. Ну вот вокзал, как видите, ничего, никаких бумажек, ничего. Даже листья, вот их видно, что их постоянно убирают. Вон кучки, это уже, наверное, сегодня мели. Намели сегодня, потому что вокруг кучек чисто. То есть еще не успели опасть листья. Вот скоро поезд едет на Брест. Ну все, идем опять на центральную часть. Тут бараки. Они послевоенные, то есть 40-е, где-то 50-е годы построены. Их нужно сносить. Но там люди по-прежнему живут, хотя они уже не соответствуют нормам. То есть не все здесь так и хорошо. Ну вот. Опять же, никакого мусора. Ну здесь хорошо работают уборщики на вокзале. Ну, люди сами. Хотя вон бутылочка какая-то валяется. Вот уже не территория вокзала, поэтому тут уже ответственность на людей, которые здесь живут. Так, идем дальше. Два котика бегут нам навстречу. Молодцы. Кто-то крышу ремонтирует. Видите, все при работе. Людей почти нет, которые слоняются без дела. Ну, кроме меня, конечно. Так, это здание железнодорожного магазина. Это все железнодорожный магазин, продуктовый. Опять же утро, никого нету. Какой-то одинокий покупатель, велосипед стоит. Пусто. Вот, снова мусор выставлен. Вот еще бараки, тоже они в ужасном состоянии. Почему людей переселяют? Ну, видимо, денег нет в казне нашей. Все-таки кризис экономический. И деньги тратятся в первую очередь на то, что может отдачу какую-то дать. То есть прибыль. Ну, бараки ужасные эти. Деревянные здания, говорю, им уже лет 70 где-то. Вот здание почты. Здание почты и костел. Костел построен он 5 или 10 лет назад. Точно не скажу. Это католический костел. Здесь, оказывается, много прихожан, католиков. Костел аккуратненький. Елочки, пихты. Ой, пихты, говорю. Туи. Ну, идем дальше. Вот примерно половину Негорелого уже прошел. Вот опять же. Мусора не наблюдается. Ну, только разовые какие-то бумажки.
Кто-то там пачку сигарет выбросил пустую, кто-то там мороженое. И людей по-прежнему тоже нет. Вот еще бараки, это тоже вот послевоенные. Их строили как временное жилье до лучших времен. То есть как временное жилье, хоть какое, потому что после войны все было разрушено. Людей нужно было расселить, строили вот такие наспех сбитые деревянные бараки. Но вот до сих пор в них живут и ничего не могут сделать. Ну, денег нет, понятное дело. Страна Беларусь не самая богатая, к сожалению. А в условиях экономического кризиса все еще хуже. Кстати, это место, оно сюда, вот все войны, которые были в Советской империи, вот, например, Наполеон, войска Наполеона шли сюда. И вообще все войска, то есть со шведами там какие-то были войны тоже. Здесь шведы проходили. Потом татаро-монгольское нашествие, когда было. Вот, кстати, Койданово, это вот Дзержинск, город Дзержинск, это бывшая Койданово. Койданово в честь названа Кайдана, или как его там звали, в общем-то. Это реальный персонаж или мифический, непонятно, но, в общем, был такой Кайдан, вроде как утверждает легенда. И вот его там разбили под Койданово. То есть здесь проходное место, потому что вот это вот не горело, само находилась на почтовом такте. То есть здесь была дорога с давних времен, еще вот прямо вот представьте, это татаро-монгольское нашествие, это 13 век. Было в 13 веке. То есть уже тогда здесь были дороги. Сколько людей тогда здесь было, неизвестно, но еще 100 лет назад здесь все было. Здесь был сплошной лес. Пара домиков стояла. Здесь вроде бы как впервые упоминается сам поселок в 15 что ли веке, как владение Радзивиллов. И здесь была смолокурня. Вот почему его отметили. Здесь была смолокурня и какое-то, наверное, почтовое, что-то вроде почтового отделения. Ну, не почтовое отделение, как это называлось, не помню. В общем, место это непростое. Здесь ходили все, и Наполеон в том числе. Вот домик недавно покрашенный. Так, вот это мы подходим, это бывшее здание сельского совета. А сейчас сельский совет перенесен в поселок Энергетиков. Он в сторону туда, Баранович, примерно в 3 километрах отсюда. Сейчас здесь амбулатория, ФАП. Филиал амбулаторного пункта, вроде так расшифровывается. И с бочка библиотека. Библиотека, кстати, хорошая. Очень хорошая библиотека. Вот, аккуратно постриженные кусты. Причем я сам видел, это местные жители их стригли. Вот, из этого дома стригли кустики эти. Вот кусты здесь почему-то вырублены. Вот это мне непонятно. Может быть, чтобы на следующий год они пустили молодые побеги? В этом смысл. Тогда почему другие кусты не вырубили? Ну вот опять же, люди работают, все пределы. Так, а сейчас мы подходим к территории. Это бывший ульевой завод. Сейчас он, само собой, уже не ульевой завод, его раздербанили, разворовали после развала Советского Союза. Но в свое время он входил в тройку крупнейших ульевых заводов Советского Союза. Я даже посмотрел в советской энциклопедии, там он упоминается. То есть это крупное некогда предприятие, в тройку входило по всему Советскому Союзу. Сейчас здесь вот это вот цех, по-моему, там мебель делают, всякие тумбочки, там столы, всякое такое. И где там еще двери, окна, там еще что-то вроде этого. То есть деревообработка частная, само собой. То есть не государственная, а частная.
Ну, то есть банально завод был, его все, что здесь можно было продать, продали, разворовали, там пропили или что там сделали, а потом поздавали цеха частникам. Завод построен, если верить по надписи, вот в 61 году. Надпись на здании 61 год. А вот это здание бани. Баня, она не работает. Сколько не работает, неизвестно. Ну вот. Это плохо. Слева дом трехэтажный. Это, наверное, самый высокий дом здесь, жилой. Вот видно, стоят леса, стоит будка. Но работников нет, видимо, финансирование закончилось. То есть здесь ремонт начался, но его не закончили, по всей видимости. Поднимаемся на горочку. Это самое высокое здесь место. И место одно из самых интересных. Сейчас объясню почему. Ну, отсюда плохо видно, но видна макушка. Это здание бывшей электростанции. Вот оно желтого цвета. Вот. Сейчас уже лучше видно. Бывшая электростанция в 30-е годы, когда проводилась индустриализация, то параллельно проводилась и электрификация в Советском Союзе. И в рамках этой электрификации сюда не были подведены провода, то есть от центральной магистрали. Поэтому здесь было на мазуте, наверное, работала электростанция. То есть здесь вырабатывалась электроэнергия на весь поселок. Потом, как уже сюда была подведена основная линия электричества, то это здание, вот что в войну здесь было, я не знаю, но здесь это здание постройки примерно 30-х годов, начала 30-х. Что здесь было в военное время, вот я не знаю. Информации об этом нет. Вот после войны и это здание переоборудовали под бомбоубежище. То есть здесь, вот на территории, здесь сколько территория? Ну, метров, наверное, 1000 квадратных метров будет. Да, будет. Здесь плохо видно, здесь невозможно оценить. Но вот забор длинный, вот сколько он, 100 метров в длину, и где-то там в ту же сторону. Тоже 100 метров, то есть вдаль. Так вот. Вот само здание, то, что было виднелось, там находятся телефоны, телеграфы, то есть связь. Под землей здесь различные гаражи, бомбоубежища, там склады и так далее. То есть, на самом деле, какие масштабы здесь, я даже не знаю. Но вот еще лет 20 назад сюда вели рельсы. Была подведена железная дорога. Сейчас ее убрали. Вот все убрано, все аккуратно. Женщина устала, еле заехала на горку. Ну да, тяжеловато. Ну вот здесь листьев уже насыпано, никто не убирает. А, вот, братская могила. Еще одна братская могилка. Вот там, что в школе была местной. И вот братская могила. Здесь проводится каждый год. Проводится возложение цветов. Здесь приезжают солдаты, стреляют, все дела. То есть что-то вроде мини-парада. Так вот, здесь захоронено около 700 человек в братской могиле. Ну вот оно не убрано почему-то, ну вот оно аккуратно благоустроено, но почему-то не убрано. А вот, кстати, и мусор убирают. Мусорная служба. А это здание дома 1922 года постройки. Очень старый дом, то есть ему 100 лет. Такой мощный монументальный дом. Очень крепкий, наверное, еще лет 100 простоит, а то и больше. Ну вот почти уже прошли Негорелое, то есть это мы уже около 2 километров прошли. Вот люди мусор убирают сами метут. Вот листья выставили, чтобы их убрали.
Ну вот видно, что чисто, абсолютно чисто, аккуратно. То есть это все делают в основном сами люди. Ну и коммунальные службы работают хорошо, как мы видим. То есть убирают, поехал автомобиль, а он во двор поедет, во дворе убирать мусор еще. Все по плану. Мы идем дальше, там уже в конце он виднеется. Это железнодорожный переезд, это конец Негорелова. Дальше уже все, дальше уже поле. Вот мы прошли через центральную улицу. Ну, километра 2 где-то уже прошли. Получается, в длину где-то 3 километра Негорелова, может чуть больше. Он виднеется в конце. Переезд. Ну, здесь все, больше ничего интересного. Вот домики. Домики и больше ничего. Вот там дальше контора местного колхоза. Вот синяя крыша. И, в общем-то, все. Вот жилой дом. И дальше ничего интересного. Дальше вот домики, частные дома вот по левой, по правой стороне. Там, в общем-то, красиво. Можно тоже было поснимать, но смысла нет. Там вдоль дороги березовые насаждения. Мне нравится, они красиво выглядят. Аккуратненько, рядками. Ну, в общем-то, все. Всем пока.